Всем привет! Очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал, который называется Гудзик DIY. Как вы знаете, 2022 год будет годом тигра по восточному гороскопу. И вот мне пришла в голову такая идея сделать гномика в костюме тигра. Для его основы можно взять верх от пластиковой бутылки или пенопластовую заготовку в форме яйца. У меня как раз был оранжевый шарфик из флиса, и вот решила его использовать. Можно, конечно же, взять мягкий фетр, он не будет оставлять заломов при обтягивании заготовки. Ну или любую другую ткань, которая у вас есть. И очень желательно, чтобы она была эластичная. Чем мне нравится в качестве основы использовать пластиковые бутылки и стаканы? Тем, что можно завернуть ткань вовнутрь, и дно получается аккуратным. С пенопластовой заготовкой, конечно, так не получится. Перед прошлым Новым годом я попросила, наверное, практически всех своих знакомых собрать пробки от шампанского мне для поделок. Так что имейте в виду, обязательно запаситесь ими заранее, потому что из них очень удобно делать гномам обувь. Приклеиваю их на картонную подошву и отклеиваю ее той же тканью. Излишки загнула вовнутрь. Приклеиваю по кусочку синтепона, чтобы придать ботинкам нужную форму. Обрезаю ровно по краю, не заворачиваю на подошву, так как мой гном будет сидеть и подошва будет видна. Тут нужно будет совсем немного пошить. Кто давно меня смотрит, знает, что практически всех своих гномов стараюсь делать только при помощи термопистолета. И именно такие видео пользуются наибольшей популярностью на моем канале. В прошлом году мне в Instagram прислали очень много фото разных гномиков, сделанных именно по таким мастер-классам, в которых совершенно не нужно шить. Штанины будут немного расклешенные. Оклеиваю тканью пробку, а верх делаю более узким. Стык между штанами и обувью закрываю черной лентой с помпонами. И из этих же мелких помпончиков можно сделать коготки. Отрезаю по одному помпону, а саму ленту с обеих сторон срезаю под острым углом. Получаются вот такие объемные треугольники. Сама тесьма капроновая, и ее срезы могут немного распускаться, поэтому их нужно хорошенько пропитать клеем ПВА. У меня это столярный ПВА. Он более густой и при высыхании не оставляет никаких белесых разводов. Я, конечно, поторопилась с приклеиванием. Конечно, лучше это сделать в самом конце работы, чтобы они не смещались. Место склейки штанов с туловищем также прячу вовнутрь основы. Теперь можно заклеить дно. Мне как раз подойдет пластиковая крышка от 5-литровой бутылки. Чтобы гном не переворачивался и был устойчивым, его нужно обязательно утяжелить. Я вот нашла, куда применить камушки, привезенные с моря. Также можно насыпать песок или крупу в небольшой пакетик. Оклеиваю плоский комочек синтепона капроном, и получается лицо. Бороду будет проще всего сделать из искусственного меха. Я сделала ее довольно короткой, мне не хочется, чтобы она закрывала собой костюм. Из более мелких кусочков делаю усы и приклеиваю нос. Внутреннюю часть ушей сделала из молочного флиса. Немного осталось у меня от предыдущего снеговика, а край решила украсить теми же черными помпонами. Внизу каждого ушка сделала защипы. Я никогда не делаю заранее никаких выкроек, мне удобно шить сразу на основе. Отрезала широкую полоску ткани с большим запасом и с изнаночной стороны делаю наметку.
Нужно делать не прямую строчку, а ориентироваться на форму головы. Потом по этой линии сделала машинную строчку. Выворачиваю на лицевую сторону и располагаю шов сзади. Придаю верху шапки округлую форму и снова выворачиваю. Разворачиваю так, чтобы шов был сбоку, и делаю выточки. Я совсем не сильна в шитье, поэтому придумала вот такую самую простую шапочку, с которой каждый справится. Верх зашила на машинке, а внизу подровняла, просто отрезав лишнюю ткань. Примеряю шапку и в образовавшиеся складки вклеиваю уши. Я их просто немного прификсировала, потому что если нанесу много клея, то его будет сильно видно. Потом подворачиваю и уже пришиваю вручную. Тут уже нужно брать нитки в тон, потому что стежки будут идти по лицевой стороне. Шапочку нужно будет немного набить синтепоном, чтобы у гнома была округлая голова. Хорошенько ее натянула, чтобы она держалась. Когда склеиваете ткань, клей застывает не моментально, поэтому лучше минут 5 придержать, пока он хорошенько схватится. Руки нарисовала с изнаночной стороны ткани, сложенной вдвое, и прошила на машинке, оставив верх не зашитым. Я просто нашла в интернете выкройку для рук гномов и немного расширила ладонь. Вот этот немного измененный шаблон оставлю в описании под видео. Выворачиваю на лицевую сторону и набиваю синтепоном. Ладошки набиваю плотно, чтобы они такие были объемные, а остальную руку только слегка. Иначе, если руки сильно набить по всей длине, они будут топорщиться и не прилегать к туловищу. Проволоку, конечно, вставлять не обязательно, но мне хочется, чтобы руки хорошо держали форму. Делаю такие же стежки, как на ногах, чтобы сформировать лапки. Я делаю по 2 стежка на каждый палец. Мне хочется, чтобы черные нитки были заметны. Также с помощью проволоки руки удобно будет крепить. Просто смазываю петлю клеем и прячу ее под шапкой. Ладошки просто решила сложить на животе, но им, конечно же, можно придать любое положение по вашей задумке. Шаблон я рисовала сама. Нашла несколько мультяшных мордашек тигров и срисовала, конечно, подгоняя под нужный мне размер. Я вам свой шаблон, конечно же, оставлю в описании, чтобы вам не пришлось ничего искать. Красиво будет, если каждый элемент будет пришит декоративным швом. Но, конечно же, это надо будет делать до приклеивания шапки. Зрачки решила просто нарисовать, они так будут выглядеть аккуратнее, чем приклеенные. Усы также просто нарисую. Если хотите сделать их объемными, можно взять тонкую проволоку или леску и покрасить в черный цвет. Весь остальной раскрас тоже делаю перманентным маркером. Я также срисовывала расположение полосок с картинки. Они должны быть не идеально ровными, а такими вот неравномерными и прерывистыми. Если ваша ткань не ворсистая, то их можно нарисовать акриловой краской. Но в моем случае маркер подошел лучше, потому что он не забивает фактуру. Аппликацию на шапке решила украсить объемным контуром. Это краска для создания жемчужин, и продается она практически в каждом канцелярском и творческом магазине. Можно было бы приклеить тонкую тесьму, но по мне нарисованный контур будет смотреться аккуратней. И дополнять образ гнома будут очки. Я скрутила их из проволоки и обернула парчевой серебристой лентой.
А стекла вырезала из кусочка пластиковой упаковки. Осталось только добавить белые блики на глаза и приклеить очки. Хочу поблагодарить вас за активность под моим прошлым роликом. Благодаря вашим лайкам и комментариям видео попало в рекомендации и набрало хорошее количество просмотров, что, конечно же, меня очень радует и вдохновляет на новые работы. Ну а на сегодня у меня все. Желаю вам позитивного творческого настроения и до скорой встречи!